Приветствую и доброго времени суток всем, кто меня видит и слышит. Я Гарги, и это 5-я серия «Стальной алхимик. Братство». И прежде чем начать просмотр, будьте добры, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Погнали! 5-я серия. Дождь, который приносит грусть. Дождь, который приносит грусть. Да любой дождь приносит грусть. Мам! Что такое? Опять флешбэк? Подарок. Я трансмутировал. Да что ты? Сын своего отца, что тут сказать? Спасибо. Ты просто чудо. Создал такую замечательную вещь. Ну... Не мог сделать маму правильно. Старший брат. Давай играть. Господи. Реально, это жесть Ты сейчас как, был. брат? Хреново он. Тебе снился кошмар. А ему вообще снятся Альфонсу сны? Он вообще спит? Твою мать. Все нормально? Почему встали так рано? Так Не что... спится. Что будет с Такером и Ниной? Мистера Такера лишили лицензии. По его делу назначили суд. Но они оба умерли. А? Умерли? Все равно узнаете, так что лучше расскажу. Их убили. Давай. Как? Кто? Мы не знаем. Сейчас еду туда. Мы с тобой. Нет. Почему? Лучше вам этого не видеть. А интересно, они старше ее по званию? Он опережает нас. Надо догонять. Куда все катится? Тебя послушать, так ты этого ждал. Ты вообще о чем? Господь судит нас. Порочные язычники распространяют ложные слухи, чтобы подорвать нашу веру. Военные планируют нас задавить, но Я не сдаваться понял. нельзя. Пришло время А с ним-то- восстать с оружием в руках во имя великого бога лета. Да, бог лета на нашей стороне! Это что сейчас Но такое? язычников, Это что, снова Верь флешбэк? ему! этот человек снова нам лжет. Тихо! Они в заложниках у язычников. Люди такие глупые. Ты согласен, чревоугодие? Просто дебилы. Чистая правда. Надо же, отец. Это кто? Отец. Подожди минутку, они же Прости, что того притащили сожрали, тебя нет? сюда. Как только все закончится, я сразу назад, в мой город. Стальной мальчик вмешался в нашу работу. Но мы сумели использовать это к своей выгоде. Похоже, закончим раньше срока. Вы подкинули информацию, я подогрел верующих, а больше ничего не потребовалось. Люди ничего не соображают. А зачем он устраивает там Кровопролитие ведет такой- к кровопролитию. Мочило. Ненависть порождает ненависть. И вся растущая энергия сначала уходит в землю, а потом поднимает кровавую волну. Сколько раз не повторяют, урок не усвоен. Люди — жалкие, глупые существа. Ну, слушайте, знаете, И это нам на как руку, верно? неприятно признавать, это правда. Снова погибнет много людей. Да, конечно же. Можно я съем тех, кто умрет? Нет, нельзя. Слушай, зависть, долго еще будешь с такой физиономией ходить? Отвратительно. А мне нравится. Не понял. Но пора трансформироваться превращается, в да? кого-нибудь юного и прекрасного, да? А, ну все понятно, это свой чувак, который... Чудовище! Что происходит, отец? Куда Свидетель. делся настоящий отец Корнелло? Что будем Сожрали. делать? Он назвал меня чудовищем, это же грубо, да? Можно я его съем? Кажется, ему можно. Если Съели. подумать, Шутакера в Иссити убили. Такер? Мелкая сошка, какая разница? Да, но Такера убил он. К слову об Ист-Сити. Это полковник Флейм? Да, и похоже, стальная малявка тоже там.
Стальная. Я в ярости из-за того, что он вмешался в наши дела. Но нельзя допустить, чтобы он умер. Он особая жертва. Не понял. Было вкусно. Короче, Эдвард случайно Ладно, вмешался как-нибудь во что-то мощное. разберемся. Но Как почему-то там его убивать не хотят. зовут? Шрам? Человек со шрамом? Да, мы ничего о нем не знаем, поэтому так его прозвали. Наша мишень неизвестна и неуловима. Единственное, что мы знаем, что у него на лбу огромный шрам. И красные глаза. Я слышал Нет? кое-что о нем. Так это вы за ним гоняетесь? По приказу штаба военной полиции. А у меня тут столько работы в военном суде, столько мороки. На нем 5 трупов в столице. Все И все остальные. государственные И все алхимики. госсы. 5 дней назад убили старика Гранда. Бригадного генерала Гранда? Он главный по трансмутации оружия и ручному бою. Понимаешь, как То он есть тот опасен? усатый, Возьми которого он побольше убил в охранников 4 серии, и это ложитесь на был дно. вообще генерал. Никто не будет вас винить. И я прошу вас об этом просто как друг. В этом деле отметились только вы и Такер. Верно? О, нет. Я давно об этом думал. В какую алхимию мы верим? Алхимия — это знание закона и потока внутри материи, ее разложение и воссоздание. Также и мир следует законам, и потому все циркулирует. Смерть — часть потока. Прими поток. Так обычно говорил учитель. Смерть сейчас. Я думал, что понимаю, но ничего не понял. Поэтому И попытался. в мы тот раз. старались вернуть маму. И теперь я снова думаю, можно ли сделать что-нибудь, когда ничего нельзя. Какой же я глупый. Исправить С ошибку. тех пор ни на шаг не продвинулся. Думал, дождь отчасти смоет с меня уныние. А теперь каждая капля на лице вгоняет в депрессию. А у меня тела нет. И я А он вообще дождя не чувствует чувствую. дождь. Я по нему скучаю. От этого больно. Я очень хочу вернуть тело, снова стать человеком. Даже если придется пойти против мирового потока, с этим ничего не поделаешь. Ты Паша, стальной кто? алхимик Эдвард Элрик, верно? Твою. Брат, Ну вот, поехали. Долой депрессуху, пора драться. Давай, давай, давай. Работаем. Что такое? Круто. Но он же сам алхимик, почему Что с убивает ним? других? Это плохо. Плохо. Или это как Надо ледяной уходить. Это плохо. Плохо. алхимик? Ал, беги! Правильное решение. Ты никуда не денешься. Коленом после этого хана. брат! Молодец. А он что, все только взрывает? Ал, держись! Сваливаем. Круто. Бегом, 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 Не бегом. может быть, в чем дело? Я никогда не боялся завести врага. Но ни у кого нет причин, чтобы меня убить. Ты уверен? Ты там в Лиоре такое понатворил? Кто ты? Почему охотишься за нами? Если существуют творцы вроде вас, то существуют и разрушители. То есть мы должны бороться, так? Логично. Ну погнали в рукопашную, да, погнали. Вы отчаянные, но слишком медленные. Ну, кто кого. Альфонс в нокауте. Так. Очень такой интересный показательный момент в Лиоре произошел. Ну, то есть там заново все завертелось. И даже не просто завертелось, а там, видимо, там все население разделилось на два лагеря. То есть там какие-то эти
алхимики или бог знает кто это такие, которые вообще могут превращаться в других людей, натравили людей друг на друга. Причем как они это сделали? Путем религиозных, политических, как я понимаю, каких-то махинаций, речей, которые просто ударили в сердца людей, в наивные человеческие сердца, и там началось вот это кровавое месиво. Очень красивый был кадр, где маленький ребенок там плакал рядом, и который вообще не понимает, что происходит, из-за чего вообще это все. Мне кажется, эти люди сами даже не понимают. Ну, они думают, что понимают, но нифига они не понимают. Вот что самое противное, что вполне это на улицах любого города, любой страны, любой деревни можно реально увидеть то, как это происходит. И кому-то это нужно. Видимо, вот этим существам, или это люди, или существа, бог знает, что это такое, вот эти, которые зависть, гордыня, названные эти персонажи в честь человеческих грехов, главных, основных, видимо, им надо, чтобы умерло как можно больше людей. Не знаю, из-за чего это они делают. Из-за того, что они просто злые и просто так делают, или у них есть план? Какая-то схема. Не знаю. Посмотрим, как будет дальше и что будет дальше. Угу. Ну так, Ал Внутри вообще ничего в Нокдауде. Мерзавец! Классно Медленно! делал. Это еще была. Черт! Автоброня! Вот почему уничтожение тела тебя не ранило. Да ты не как все. Иди сюда. Брат, не надо! Беги! Тупая железяка! Не могу я тебя бросить! Сжимаешь руки в кольцо, а потом трансмутируешь. Ведь так? Без круга. Тогда для начала я уничтожу эту отвратительную руку. Все. Кранты. Все, теперь он безоружен абсолютно. Отныне ты не сможешь использовать алхимию. Хана. Дам тебе минутку помолиться. Как он беспомощен в этот Брат, момент. беги! Брат! К сожалению, у меня нет такого бога, чтобы молиться. Атеист. Тебе нужен только я? Или ты хочешь и моего брата Алла? Если он вмешается, я его уничтожу. Однако, стальной алхимик, только ты должен принять приговор. Ну, видимо, у него зуб конкретно на госалхимиков. Тогда обещай, что не тронешь моего брата. Брат! Я сдержу обещание. О чем ты говоришь, брат? Что ты Ну, тут у делаешь? этого чувака есть Беги! честь. Видимо, там Вставай и беги! государственные алхимики, видимо, Стой! там что-то очень страшное с ним Стой! сделали. Ты что? Вот Мустанг? ты где. Недурно спрятался, Шрам. И снова, арестую он тебя ждал, как пока они все там виновного подъедут убийства красиво и станут в ряд. государственных алхимиков. Алхимики отнимают у вещей их природу и творят противоестественное. Это значит, они оскорбляют нашего Господа. Я агент Божий, я исполняю его волю. Еще один фанатик. Если ты вмешаешься, я тебя уничтожу. Вот будет интересно. Мальчики, не вмешивайтесь. Полковник Мустанг. Мустанг. Дело Алхимик вступает. огня. Огонь Кто бы мог огненный. подумать, что ты явишься сам, чтобы принять приговор воистину блаженный день? Знаешь мое имя и все равно вызываешь на бой? Какой глупец! Я не понял, его что, не сработал? Зачем ты сделала это? Полковник, в дождливые дни от тебя никакого толка. Никакого толка. Ах, вот что. Не может искрить, когда сыро. Как хорошо, что вы не можете творить огонь, государственный алхимик. Я уничтожу вас всех здесь и сейчас. Покажи, на что способен. А тут кто-то еще. Еще Давай, один. Армстронг. Уклонился от моего удара. Недурно, совсем недурно. Сказал, что уничтожишь всех. Начинай тогда с меня. Я алхимик сильной руки. Алекс Луи Армстронг.
Давай, Алекс. Да просто один за другим. Неужели этого желает Господь? Так ты не отступишь. Я Видимо, уважаю это он тоже мужество. знает. В знак этого позволь продемонстрировать художественную алхимию Армстронгов. Но этот воюет красиво. Кто это? Преступник, который убил мистера Такера. Не, ну этот... Есть. Полегче, майор! Постарайтесь не разрушить город! О чем он говорит? Разрушение и созидание — две стороны одной монеты. Разрушить, чтобы создать. Таков закон вселенной. Зачем он разделся? У него безумная логика. Будь ты алхимиком, не считал бы это Господи. безумием. Да, Шрам? Он тоже алхимик? Все. Да. 3 стадии трансмутации. Анализ, разложение и воссоздание. Ну, то Он есть остановился на разобрать, разложении. создать. Он тоже алхимик. Это значит, что он тоже отвернется от всего, что завещал Господь? А главное, почему он охотится только за алхимиками с государственной лицензией? Ну, видимо, он и в рукопашном очень хороший. Он Главное, странно чтобы- держится для своего роста. У него сверхчеловеческая сила разрушения. И еще он алхимик. Он очень опасен. Я загнал тебя в угол. Но в какой-то момент он переоценит себя. Прямо сейчас! И он Молодец. отступает? Ну, просто Шрам не должен до них дотронуться, Попало? и все. Он слишком быстрый, но один выстрел его задел. Коричневая кожа и красные глаза. Неужели это Ишвалан? Кто? Я окружен. Все, не двигайся. Отсюда они... Ничего, расхреначился. О, Мерзавец. Чувак через канализацию Крысы через свалил. канализацию. Оставь его. Я в погоню не пойду. Прости. я туда не Ты полезу. выиграл нам достаточно времени, чтобы его окружить. Нет, я не для вас время выигрывал. Я только старался спасти свою шкуру. Все закончилось? Подполковник Хьюз, где вы были? А ты где? Да. Прятался там, сзади. Могли бы Неправильно, нам на самом помочь? деле. Как? Отставить! Не надо втягивать меня, нормального человека, во фрик-шоу получеловеков. Чего стоите? Работа Вообще полно. он прав, чем бы он Отправить помог? спецназ Только мешал патрулировать собой. город. Есть. Альфонс. Альфонс! Кстати, там Ал, ты как, живой? многие же не в курсе, Это только младший Мустанг. брат Элрика? Похоже, сразу не разобраться. Ал, Альфонс! Почему ты Ну не чё, убежал, врезал? как я приказал, глупый брат? Я не мог сбежать и бросить тебя там одного! Поэтому я и сказал, что ты глупый. И опять ему врезал. Почему? Если бы я сбежал, тебя бы убили, пойми! А может быть и не убили. Только глупец сознательно решает умереть. Если А ну бы Рональд хватит сбежал, то называть он бы старшего его не брата тронул. глупым! Хочу и буду называть. Да, ты ему ни хрена не сделаешь, он Ты тебе должен больше и жить. сильнее. Ты изучаешь алхимию. Ты сможешь вернуть наши тела и спасать детей вроде Нины. Я не позволю тебе выбрать смерть. Из-за тебя у меня рука оторвалась. Брат, ты такой глупый. Ты понял меня? Мы что, разваливаемся? Выглядим не очень, это мягко говоря. Да, хреново. Мы еще живы. И еще живы. Надо же. Вот это фрик-шоу высшего класса. Пошел ты. Прости. Ладно, никому наверху не скажем. У нас будет много проблем. О да. Попробуй объясни, куда делось тело младшего. Да уж. Ну, все вошли в положение. Признать, что тебя ждет очень непростой клиент. И Шварец. И Швалан, и Шварец. Определитесь уже. И Шварцы была такая раса на Востоке. А, Они лор. верили в Ишвара, единого создателя. После того, как их присоединили, часть была против, недовольна. 13 лет назад произошел один случай.
Офицер непреднамеренно застрелил ребенка из Шварцев, и началась гражданская война. Из ваших? Восстания шли одно за другим, и вскоре отпала вся восточная часть. Ого. 7 лет шла война, пока военное командование не издало приказ. Уничтожить Ишвар. Призвали государственных алхимиков как живое оружие. О, все ясно. Это генерал бригадный, который по оружию. Это Багровый. Это Мустанг. Они Багровый это тот, кто оказались был в тюрьме в первой же удивительно серии. Тот человек, оставшийся в живых Ишварец, творит справедливое возмездие. Чепуха! Нельзя такое оправдать. Он мстит тем, кто не имел отношения к войне. Он переполнен Вообще-то- жаждой мести, а называет себя посланцем Божьим и всех презирает. Факт остается фактом. На нас охотятся. А нам нельзя умирать. В Почему? следующий раз без разговоров. Уничтожить. Есть! Ну все, короче, стрелять без предупреждения. Эд, Ал, что будете делать теперь? Ну, Мы сперва не надо можем бы... стоять на месте и ждать, пока мы еще живы. Брат, Первое, что нужно сделать, чтобы восстановить твое тело, вернуть мне нормальную руку. Ведь только я знаю, как связать твою душу с броней. И... точно. Это значит, что только ты восстановишь? Выбора нет. Время пришло. Мы навестим нашего механика. Механического да Винчи девочку. Слушайте, на удивление, очень хорошая информативная серия. Нас больше погрузили в основную вселенную. Объяснили, между прочим, вот за это мне нравится конкретно это аниме, за то, что у всех конкретная цель, конкретная объясненная мотивация, которую сразу понятно и не нужно додумывать что-то самому. Есть некоторые аниме, где нужно додумывать самому. Иногда это получается не очень хорошо, иногда это вообще не подходит, иногда подходит. Речь не об этом. Речь сейчас о том, что тут это очень подходит. И очень красиво показан сам колорит этой вселенной. Понятно, почему государственных алхимиков немного не жалуют. Тут, видимо, они очень много грехов понавершили. Государственные алхимики, как было изначально показано, они исследователи, они ученые, а вот их знания понадобились для того, чтобы победить в войне. Это что-то вроде создания танка, когда танков еще не существовало. Создание самолетов, я не хочу сказать атомной бомбы. Короче, государственные алхимики это что-то вроде наивысшего этапа технологий, военный. Ну вот, присоединили какой-то регион к себе. Кстати, как присоединили, тоже не ясно. Там насильно, не насильно, тоже это не было сказано. Но факт в том, что какой-то дурак по случайности или не по случайности, или бог его знает как, застрелил местную девочку, и из-за этого потихоньку вот постепенно разгорелось недовольство. Это удовольствие они не смогли убить в зародыше, и в итоге это переросло все в абсолютно, как я понял по карте, весь западно-южный регион был окутан войной. И чтобы прекратить эту войну как можно быстрее, спустя 7 лет, потому что ничего сделать не смогли, они пошли на беспрецедентный шаг, вызвали госалхимиков. Видимо, там вот именно входил и Мустанг, мы Мустанга там видели, мы видели там бригадного генерала, которого в начале прошлой серии Шрам убил. Как, по-видимому, там был и Армстронг. Потому что, как я понял, там этот Ишварец знал его. Ну, короче, он всех знает поименно. Я только не понимаю, за что там Эдварда он хочет убить. Его вроде бы там не было. Ну, видимо, у него зуб именно на всех государственных алхимиков. Там был Багровый алхимик. Это который в первой серии был, который был связан, его Ледяной хотел освободить. Ну, короче, я это все к тому веду, что мотивация Шрама вполне понятна и объяснима.
вполне понятно и объяснимо со всех точек зрения. Человек там был, он видел, что там происходит. Его родину сравняли с землей. Там был просто страшнейший кадр, я не успел его прокомментировать, как там разрушено все, и повсюду тела валяются на всей улице. Ну, не знаю, такое очень сложно оправдать как-то. Эдвард с Альфонсом сейчас немножечко из-за этого не согласны с ним, потому что он убивает еще и тех, кто вообще не связан никак с этим. Но для него все государственные алхимики сейчас преступники. Ну это понятно почему, потому что, скорее всего, он видел, как, например, вот возьмем Мустанга, да, потому что я понимаю примерно, в чем его сила состоит, он одним щелчком улицу сжечь мог. Это сравнимо с тем, как во Вьетнаме жгли всех напалмом. То есть это страшная смерть. А представляете, когда человек со стороны на это наблюдает, как его соплеменники, а может быть и родня, вот так умирает. Это страшно. Это не переваришь. Это никак в себе потом не убьешь, не простишь. И... Не, ну правда, очень все понятно. Мотивация объясняется. Лор вселенной, история вселенной. То есть история в этой вселенной нам потихоньку объясняют. Мотивацию объясняют, да, кстати, до сих пор непонятно, там эти алчность, зависть, чревоугодие, там еще бог знает кто там, еще гордыня там вроде должна быть, если я правильно помню, из человеческих грехов. Пока их мотивация вообще непонятно, кто это вообще такие, почему они чинят хаос и смерть. Вообще непонятно пока. Ну, скорее всего, в следующей серии мы увидим, как Эдвард с Альфонсом поедут себя латать. Это была 5-я серия «Стального алхимика. Братство». Большое спасибо, что смотрели это вместе со мной. И будьте добры, поставьте лайк этому видео, если вам понравилось. И подпишитесь на канал, и увидимся уже на 6-й серии «Стального алхимика». Удачи!